Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашего выпуска «Свободные крылья» Батырхана Шукенова и Димаша. Тема будет затрагивать новые песни Димаша, представленные повсеместно в Инстаграме, на Ютубе и других площадках. А также мы сегодня поговорим о том, что автором этих и многих других песен является композитор Куат Шальдибаев, который писал песни для большого количества певцов, артистов казахской и казахстанской эстрады, в том числе и для Батырхана Шукенова. Обо всем этом мы поговорим сегодня, но для начала прошу подписаться и поставить свой лайк, если видео, конечно же, вам понравится. Итак, начинаем. Мы неустанно определяем изо дня в день феномен Димаша. В чем он состоит и почему его нужно обязательно изучать? Частично на эти вопросы мы уже ответили. Сегодня мы должны понять, почему феномен Димаша необходимо изучать. Ответ на этот вопрос поможет нам дать некоторые советы молодым, начинающим певцам, музыкантам и вообще людям творчества. Если вы помните наше предыдущее видео, где нашим гостем был американский эксперт в области современной музыки, культуролог J.K. Info артист, подчеркнул, что Димаш, как представитель музыкального семейного бизнеса, никогда не подписывает контракты с кем бы то ни стало. Их бизнес крепко стоит на ногах, потому что ведут этот бизнес его папа и мама. А они-то знают лучше всех, как вести семейную лодку в море сегодняшнего шоу-бизнеса. Так вот, J.K. посоветовал, чтобы Димаш и в дальнейшем вел такую политику, не подписывал ни с кем контракты, чтобы не связывать себя партнерскими узами с кем-либо. Кто бы то ни был, композитор, певец, музыкант, продюсер. Таба алмай жүрмін сені көптен бері, өмірдің өтіп жатыр көктемдері, жайнаған жайма шуақ, жаздар өтіп жауратты жанды күздің өтпек желі. Жеткізбей желдей ұшып сарсаң қылдың, бақыттың қиялдағы елесіндей, еріксіз ән салдырдың, ән салдырдың. Нұр толқып толған айдай келбетіңде, келесің көз алдыма сен тек түнде, көрсем де көрмесем де маған бақыт жүргенің сенің аман. Жер бетінде аңсап жүрмін, жеткізбей желдей ұшып сарсаң қылдың, бақыттың қиялдағы елесіндей, еріксіз ән салдырдың, ән салдырдың. Мне бы хотелось вспомнить сегодня горячо любимого, прежде всего, нами, казахстанцами, одного из основателей казахстанской эстрады Батырхана Шукенова. Совсем скоро будет 28 апреля. В этот день, в 2015 году, остановилось сердце этого талантливого человека, известного во всем постсоветском пространстве, как первого солиста легендарной группы А-студио. Батырхан Шукенов и Байгали Саркибаев в свое время как будто достигли Грэмми, когда добились таких высот.
что Алла Пугачева пригласила их к себе в театр песни Аллы Пугачевой. Это был далекий 1987 год. Тогда Батырхан Шукенов был вокалистом и лицом группы. Его выступления были в инновационном западном стиле. Новые песни, новые движения, новые танцы, новая культура, связанная с новыми музыкальными течениями на постсоветском пространстве. Мне как-то посчастливилось быть на одном из первых концертов, еще тогда Алмата Студио в Алматы. Я не могла оторвать глаз от Батырхана. Он был легким в движениях, его музыка была современная, а его бархатный костюм с укороченными до колен брюками. Его сценический образ и его выступления не только вокальные, но и инструментальные, он прекрасно играл на саксофоне, производил на нас просто какое-то волнующее, феерическое впечатление. Люди радовались и отдыхали на его концертах, подпевали, зная наизусть слова всех исполняемых им песен. Хотя в концертных залах не принято было танцевать, это был дворец Ленина, вот такое было название очень долгое время, люди вставали и танцевали в проходах, а также перед сценой. Аншлаг был невероятный. Все просили несколько раз петь на бис песни «Джулия», «Солдат любви» и другие. Выступление Димаша напоминает выступление Батырхана Шукенова. Достаточно было Батырхана, и никто даже не обращал внимания, что он-то представляет целую группу, А-студия. Он затмевал своим выступлением всех. Он был подтянут, высок и синхронно музыке легок в движениях. Когда Батырхана не стало, образовалась какая-то вакуумная пустота на музыкальном небосклоне Казахстана. На сцену стали выходить то певцы, и казалось, что не будет конца этой ширпотребной музыке, пока в один момент молниеносно не появился Димаш. И казахстанцы с большой радостью приняли все музыкальное творчество Димаша и его самого. Вот он, кто продолжит высокую современную музыкальную культуру в Казахстане. И Димаш в самом деле является преемником Батырхана Шукенова. Батырхан был всегда добрым, отзывчивым, другом для многих певцов и композиторов и был прекрасным наставником для начинающего поколения. Вспоминается история зарождения Q-попа в Казахстане. Ербулат Бетельхан, продюсер группы 91 и основатель Q-поп в Казахстане, вспоминал в одном из интервью, что он с большой благодарностью всегда вспоминает о Батырхане Шукенове. Он говорит, что когда-то он был в смятении, он долго не мог найти себе место в той существующей казахстанской эстраде, потому что чувствовал, что выходит из рамок повседневной казахстанской эстрады, что он ищет новые пути развития современной музыки, вокала и танцев. Он долго метался в поисках нового, пока однажды Батырхан Шукенов поддержал его творчество и реально помог. Он подсказал, что в тот момент правительство Южной Кореи объявляет конкурсы и выдают полномасштабные гранты для зарождения и развития поп-индустрии с особым южнокорейским колоритом в других странах. И Ербулат Бетельхан обратился к некоторым музыкальным компаниям Южной Кореи для развития уже в перспективе собственного казахстанского Q-поп направления. И какие по-настоящему счастливые минуты он испытывал, когда увидел отклик от южнокорейских компаний музыкальной индустрии, что они не только поддержали, но и обучали его и всю его команду азам южнокорейской поп-индустрии. Батырхан Шукенов, конечно, радовался за своего молодого коллегу, и он был очень счастлив, что Q-поп-индустрия находится в надежных руках молодого человека, чьи глаза горели и сердце билось часто от того, что он занимается своим любимым делом. Вот правдивая история зарождения Q-поп-индустрии в Казахстане. А сколько таких еще историй мы не услышали, хотя могли бы услышать из уст самого Батырхана Шукенова. Но он был очень скромен, он просто помогал по-доброму, по-человечески всем, кому нужна была помощь. И он этим самым помогал не только на личностном уровне, он помогал нашей казахстанской шоу-индустрии развиваться, как сказал Димаш на концерте после исполнения песни «Грешная страсть», в правильном направлении. Как Димаш правильно понимает, кто в самом деле, отдавая себя полностью людям, старался основать и развивать всю казахстанскую шоу-индустрию. Поэтому, наверное, даже сейчас, когда с нами уже давно нет Батырхана Шукенова, прошло 6 лет, я, автор этих строчек, плачу. И не скрываю слез, потому что я, так же, как и все люди, когда внезапно не стало нашего дорогого Батырхана Шукенова, долго не могла в себя прийти, как будто целая эпоха музыкальной культуры исчезла в один миг. А ведь это была наша с вами культура, песни, во время которых мы грустили, «Джулия», «Нелюбимая».
или песни, во время которых мы были счастливы, «Солдат любви» и другое. Димаш не только продолжает песенное творчество Батырхана Шукенова, сотрудничая с теми же композиторами. Совсем недавно прозвучала премьера песни «Аманат», которую блестяще исполнил Димаш. Композитором этой песни является Куат Шильдибаев. Вот что говорит Нагима Искалиева о знаменитом композиторе Куате Шильдибаеве. Я вот хочу такие песни петь, я хочу монументальные, чтобы меня зажигало. Почему тот же Батыр перепел все песни, не перепел, а спел те песни, которые были написаны в 80-х годах, конец 90-х. Вот вот «Анана», это же песня написана где-то 20-30 лет тому назад. «Пада карагама», это тоже Куат Шильдибаев написал. Вот кто гениальный композитор. Он говорил, я говорю, вот те молодые, которые сейчас получили или выходят на эстраду, у которых есть голоса, я говорю, найдите деньги, заплатите, это он не будет там, гробастать у вас огромные деньги, но он напишет вам красивую авторскую Вы песню. почему не обращаетесь сами к нему? Почему он вам не пишет сейчас песни? Куатага, например. Нет, он сейчас живет за городом, он несколько раз мне говорил. Я вижу его на всех презентациях, он все время в городе. Он все время говорил, давай встретимся, у нас вот есть... Нет, у нас еще есть песни, которые, в общем-то, никто и не слышал. Так. Те песни, которые он как-то вот там написал, и потом они у него лежат. И вот я говорю, он живой композитор, и их надо хватать, вытаскивать. Они, кстати, тоже все очень в обидках. Да. Они в обидках. А мы не можем, говорит, тойские песни писать. А увы, к сожалению... На потребу не могут работать. Да, они не могут. Точно так же, как и есть, вот, допустим, тот же Али. Он говорит, я не могу песни такие писать, понимаешь? Я хочу воспитывать свою молодежь, свою публику красивой музыкой, хорошей музыкой, которая была бы на мировом уровне, понимаете? Она так нам напомнила песню «Отан Ана» в исполнении Батырхана Шукенова. Тоже прочтение песни с ним громким звучанием, похожие интонации, похожая мелодия и даже поза на сцене, которую избрал Димаш, еще раз все это напоминало нам Батырхана Шукенова. А ведь Димаш не только является творческим наследником Батырхана Шукенова, Димаш придерживается тех же принципов: свобода в творчестве, никаких контрактов. Вспоминается интервью супруги Батырхана Шукенова одному казахстанскому журналисту после передачи «Привет, Андрей» Екатерины Шуляковой. Она вспоминала, что между Байгали и Батырханом существовала какая-то стена. Байгали постоянно ревновал Батырхана к другим композиторам, на что Батырхан отвечал: «Я могу работать и с группой, и с другими композиторами». Это и послужило яблоком раздора между Байгали и Батырханом, и Батырхан принял решение оставить группу. Это был 2000 год. В Батырхане словно бился ключ постоянного, нового творчества, и было столько идей в голове. Пути их разошлись, но от этого не стало плохо никому. Каждый пошел по своему творческому пути. И, как оказалось, в дальнейшем это принесло еще более интересное разнообразие в уже постсоветской эстраде. Название нашего видео «Свободные крылья Батырхана Идинмухамеда». Мы сегодня попытались предаться воспоминаниям тех лет, когда наша эстрада только начала свое зарождение после долгих советских лет, когда творческая молодежь того времени шаг за шагом усваивала новые правила рынка. Шоу-бизнес начинал свое зарождение. Но сейчас другие времена. И сейчас музыка перестает делиться на западную или еще какую-то. Есть одна музыка, объединяющая всех нас. Музыка Димаша, музыка миллиардов, музыка, понятная для всех, музыка прекрасная, музыка божественная, музыка души, музыка счастья. Это все музыка Димаша. На этой прекрасной ноте хочу завершить наше видео. Хочу поблагодарить вас за то, что уделили нам свое время. Будьте всегда с нами, делитесь этой информацией со своими друзьями, и мы еще много что с вами обсудим. Еще одна просьба к вам. Если есть те, кто проживает в Италии, в Риме, и могут помочь в переводе с русского на казахский, были бы очень признательны вам. Отзовитесь, пожалуйста. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч. Пока. көңіл билеп ала сайран салған ай аху
өте дара қайрылмай жай байқалмай сағым дүние өмір жалған-ай қанша жерден көңіл қалған-ай айға шапқан асыл арман-ай ақыл ғана қорған болған-ай Бадырхан Шүркеновтің әні сағым дүние деп аталады Батырхан ағамыздың әні Шапқан асыл арман-ай ақыл ғана қорған болған-ай Үлкен рахмет. Үлкен рахмет келгендеріңізге. Фэйчан Каңсе. Үлкен рахмет. Рахмет.